Привет, мои дорогие! У нас сейчас будет тема для расклада для тех, кто остается в безызвестности, кто игнорится жестким способом, или ваш мужчина не рыба, не мясо, тот мужчина, на кого вы положили глаз. И мы сейчас погадаем на тему, почему он не хочет отношений с вами. Вот почему не хочет он отношений. То есть вы ему не препятствуете, вы даете ему знаки. Возможно, вы с напором его берете, а он как-то увиливает. Давайте посмотрим, хочет он с вами отношений или нет. Или будем больше склоняться, почему он не хочет. Но у нас не будет сейчас 4 варианта, да, потому что мы не из 4 мужчин выбираем сейчас, а мы будем разговаривать с вами, почему именно он не хочет. То есть тут будет 2 варианта. Один где-то должен быть вариант хочет, и второй вариант не хочет, да. То есть будет 2 варианта, и ваш вариант будет один. Или левый, или правый. И давайте посмотрим на мужчину, почему он не хочет отношений с вами. Когда вы видите, что он вас отталкивает, не дается, девочки, да, нету какого-то химии, любви, люблю, куплю и полетели. Первый вариант, второй вариант. Почему он не хочет отношений с вами? Ну что, выбирайте этого нехочуху, кто не хочет с вами отношений, кто от вас отдаляется, убегает, не реагирует, игнорирует и все такое. Давайте посмотрим, почему именно не хочет. Давайте выясним для себя раз и навсегда, почему он не хочет и все такое. Ну что, поехали. Ну что, первый вариант, второй. Выбирайте свой, почему он не хочет. Где у вас обидка и болька? Вот тот вариант и выбирайте. Ну и поехали. Первый вариант, девочки. Почему он не хочет отношений с вами? Мужчина выпал, король костяной, девочки, привлекательный мужчина. Он привлекает не только вас. То есть у этого мужчины есть другие какие-то женщины. Либо он с ними в каких-то там в сексуальных отношениях, скажем так, да. Либо он, ну, вот смотрите, здесь такой король выпал, который, в принципе, я бы не сказала, что он такой, который страдает по своей бывшей, да. Он довольно такой холодный и расчетливый. Чтобы у него в голове возникла какая-то химия вообще, в принципе, по отношению к женщине, то тут, ну, тяжелый вопрос. Он такой вот каменный у вас, этот мужчина. Да, он может, когда легкие ненавязчивые отношения, радоваться чему-то, да, или может сильно за кем-то ухаживать, чтобы добиться чего-то. Но он либо очень быстро теряет интерес к женщине вообще, в принципе, либо не особо он заинтересован. Тут, девочки, такой реально сам себе на уме. Причем за ним, кстати, вот помимо вас, да, на него смотрят и другие женщины тоже. И у него получается какой-то выбор в голове. Он почему-то уверен, что у него постоянно есть выбор. Это может быть и виртуальный какой-то выбор, да. То есть он, например, попробовал какие-нибудь сайты знакомств, какие-нибудь смаковницы.ру там или еще что-нибудь. Ну, короче, он почему-то уверен сам в себе очень сильно, что у него может быть много женщин, если захочет. Причем не обязательно это будет бабник. Не обязательно, девочки, да. Это мужчина, который вот ему захотелось секса, да, он уже где-то добежит. А потом ему 2 недели не хочется, он занимается своими делами, да, и всякое такое. В общем, он в выборе, девочки. Он выбирает, но у него такой активной цели именно выбора нет. Он все время вот ждет чего-то лучшего. То есть вот у него есть 3-4 женщины на примете, 3-4 девушки, да, и он думает, так, одна такая, другая такая, и вроде бы каждая по себе достойна. Потому что он, в принципе, выбирает королев. Если он вот обратил на ваше внимание, если у вас даже был какой-то секс, и даже если с этим мужчиной у вас ничего не получилось, это не значит, что вы какая-то плохая, да, ничтожная и там и все остальное. Нет, девочки, это значит то, что он выбирает женщин с изюминках, очень красивых, характерных, ам, мимо которых он бы не прошел бы не мимо. Но беда этого мужчины в том, что почему-то у него такое в голове упорное чувство, что у него есть выбор.
Причем на самом деле этого выбора может и не быть. Где-то продавщица ему в магазине подмигнула, там вот та бывшая любовница написала, как она страдает по нем, да. Вы, к примеру. Ну, короче, вот и маленькая тележка женщин, которые создают вокруг него такой момент, что он думает, что у него какой-то есть выбор, а выборы может и подождать, куда мне торопиться, а может я сегодня хочу с этой, а может я завтра хочу с той, но я еще этого не решил, и я не знаю, завтра посмотрим. То есть, девочки, он у вас такой, он действует под впечатлениями. Его, кстати, можно, вот этого короля, спокойно о него вытирать ноги. Вот этому мужчине нужна стерва. Чем вы капризнее, стервознее себя ведете, вот как, знаете, стервозная, шальная императрица. Причем без намека какой-то пошлости, без намека, короче, истеричности, да. Не надо вот этой истеричности, потому что некоторые вот думают, что со стороны вот одни такие стервы себя ведут по-стервозному, да, а ну-ка, я не стерва, к примеру, и дай-ка я тоже что-нибудь попробую, да. И это со стороны где-то выглядит глупо. То есть здесь, в принципе, мужчина не должен читать вообще ваши мысли, потому что когда он вот вас прочитал и знает, какая вы, да, чем вы проще, чем вы честнее, доступнее, спокойнее, тем он больше откладывает вас вот как игрушку на одну из своих полок, да. И у него такой момент, что его надо постоянно раздражать его вот эту вот психику для того, чтобы он как-то реагировал. Но на самом деле он такой вот капризуля еще тот, да, то есть он не будет тот, которого постоянно можно вытирать ноги, да, то есть стерва, которая будет стерва, вытирающая ноги об этого мужчины, она тоже долго с ним не продержится. Добрая, честная, порядочная с ним долго тоже не продержится, да. То есть такое ощущение, что он ни с кем не хочет, и в то же время вот, ну, короче, напыщенный, девочки. Он сам по себе очень себя любит, да. Мало того, что любит, но типа, ну что же еще? Он какой-то немножко присытившийся уже, я бы даже сказала. Тот, которому что-то надо с каким-то, что-то может экзотичное, но в то же время, чтобы и умное, и красивое. Вот все прям э, на 100% была такая классная. Но причем он либо ее взять не сможет, да, потому что он сам такой вальяжный парень в мехах, да. Эм, Вот в него нельзя влюбляться, в этого мужчину. Если вы влюбились, девочки, да, он еще, как говорится, помучает, он еще покуролесит. Вот это такой вот типичный крестовый король, который появляется практически у каждой женщины. Всегда, девочки. Крестовый король, по которому мы сохнем, который хер пойми, что делает, вытворяет, его типа никак не поймешь. От этого еще где-то больше влюбляешься, потом от этой влюбленности лечишься, шампанским слезы заливаешь, да, или шампанским слезы, или наоборот. В общем, такой тяжеловатый мужчина для того, чтобы... Вот если его просто представить, как он идет с женщиной, с девушкой за руку, что он такой домашний, хороший хомячок, который сидит, ждет ужин, приносит в зубах зарплату и все остальное, это вообще не про него. Но они либо как-то вот... У них есть такие периоды в жизни, когда они все-таки к этому спокойствию приходят, девочки. Ну, но надо ли вам это ждать и когда это будет? То есть он не то, что не хочет с вами отношений. Нет, он просто думает, что помимо вас есть еще та, пятая, десятая, на кого еще можно обратить внимание. Но так как это выпал король, и вы вытянули его, девочки, это не говорит о том, что вы какая-то неказистая, некрасивая, или то, что вы ему не нравитесь. Вы ему нравитесь. Просто, просто он такой. Давайте еще глянем. Почему он не хочет отношений с вами? А еще, девочки, его что-то в вас бесит. Его вот бесит какой-то такой момент, очень серьезно. Четверка мечей и туз хазардов выпал.
от чего-то он бесится. Прям, знаете, вот когда капризный человек: "Ну не хочу, не буду, не хо". Ну что, боже мой. Ну, короче, это такой вот, знаете, порывы ярости. Он испытывает какие-то моменты, когда вы его очень сильно бесите. Вот интересно, чем? Возможно, например, когда вы сами пишете, а он считает, что я должен сам написать, да. И вот если вы будете еще игнорировать, вот когда вы ему сами пишете, а он вас игнорирует, и это его бесит, девочки, он не идет с вами на свидание куда-то, да, или еще что-то, ну, видно, что где-то там нехотя отвечает, то ему лучше и не писать. Но фишка в этих мужчин, что он-то все равно будет вас держать также в памяти, что вы есть. И однажды он объявится. И я вам скажу, вот тут вот надо включать стерву. Например, ему не ответить. Вот тупо не ответить. Причем некоторые мужчины ждут ответа вот по месяцу, да, типа принципиально, а через месяц звонит как миленький, да. И еще, между прочим, потом через 10 минут разговора вспомнит про ту смс-ку, девочки. Вот это типаж вот этот. Вот этих мужчин надо периодически так встряхивать. Вот чем вы стервознее, чем меньше он вам нужен, да, тем больше его даже будет где-то это заинтересовывать. И почему-то мне хочется вот сейчас, вы меня не видите, но я его, девочки, кривляю, да. Я его вкривляю, вот эту вот степень его значимости, потому что перья, эго его и все остальное. Вот строит из себя такого. Но тут будет такой один момент, что если он так дальше себя будет вести, то это, кстати, не очень хорошо для него. Это вот свойственно для таких вот мужчин а, размером 40 плюс, да, возрастом, когда они такие вроде бы и классные, да, но в то же время чувствуется какая-то важнецкость, даже вот не важность, а важнецкость, специально такое вот слово даже, не знаю, оно существует или нет, из себя. Так, это копава пошла, да, как раньше говорили. Вот это такой вот мужчина. Поэтому я вам так скажу, почему он не хочет отношений. Чем больше вы за ним будете, скажем так, да, настаивать на встречах, волочиться за ним, а он это чует, он король, и он это чует, это волочение какое-то. И он все время: она очень сильно хочет со мной встретиться, ну, значит, я ее отложу, пока я позанимаюсь теми, кто не очень хочет со мной встретиться, понимаете? А тем больше вы его будете вот где-то так эм, игнорировать, подбешивать и не особо о нем думать, вот чтобы наш шкурой чуял, что у вас какая-то другая жизнь есть, да, больше он будет интересоваться. Томные взгляды как минимум в вашу сторону кидать. А там, девочки, вот в состоянии стервы очень легко вот такими мужчинами манипулировать. Знаете, как про индюка. Ходил по двору индюк, а потом и в суп попал. Русская народная поговорка. Так что я бы не сказала, что он тут не хочет отношений. Просто взять его надо так вот, знаете, по-стервозному. Девятка кубков. Любит секс. Конкретно он так любит заниматься сексом, девочки. Он еще любитель каких-то не то что таким извращений, но вот таких вот любовных утех, скажем так, да, чтобы какие-то французские поцелуи у него там были, чтобы ему за ухом чесали одновременно и сосали, скажем так. Вот такой вот мужчина. Но если он влюбится, то, знаете, тут, конечно, вот он надоест еще больше. Когда вот, например, вот представьте ситуацию, что вам он не интересен, а он в вас влюблен, да, волочиться будет, как тряпка, девочки, как банный лист. Давайте еще посмотрим, почему он не хочет отношений с вами. Вот что-то бесит его, девочки, вас. Он бесится, но очень быстро остывает. Либо вы ему что-то говорите, либо его бесит. Например, вот у меня есть такой момент, да, так как я крестовая, я могу с вами поделиться, вот так как он тоже такой крестовик выпал. То вот я, например, бешусь, когда, например, занимаюсь какими-то своими делами, настроилась на свой дзен, и вдруг мне приходит какая-то смс от кого-то, от кого я особо не жду. И обычно бы человек как бы спокойно отреагировал на это, но у меня
меня бывают такие периоды, когда я бешусь, да, но я бешусь ровно 2 секунды. Я бешусь от того, что мне пришла смска, потом логика опять возвращается, да, и я уже не бешусь. И вот вы как-то его доводите чем-то, девочки. Вот что-то его бесит именно вас. Но это бешенство на 2-3 секунды. Вот и поэтому он пытается держаться вдалеке, потому что вот какой-то он боится, что вот это вот чувство какого-то бешенства может разрастаться. Поэтому, когда вы уходите и игнорите его, да, то он думает, все, она больше не хочет меня насиловать, значит, буду насиловать ее я. Вот такой вот, девочки, первый вариант. Давайте посмотрим второй вариант, котики мои дорогие. Что у нас тут выпало? А у нас тут выпал паж мечевой, девочки. Он не хочет вот как-то с вами сближаться. Но это паж. Это его не константа, это его непостоянное чувство. Это вот именно сейчас он такую выстраивает стену вместе с, ну, между вами, скажем так, да. То есть это даже какое-то неосознанное и его неразвитое чувство. То есть этот мужчина либо нормально отказать не может, либо сделать так, чтобы на него не обращали внимания, кто он не хочет обращать внимание, да. Либо он по-детски себя ведет, по-детски, совершенно как мальчик в пубертатном периоде, когда он даже не знает, как общаться с девочками, возможно, строит из себя, да, то есть он нифига сейчас не психолог по отношению к вам. Но вот он как-то закрывается, не хочет с вами иметь, скажем так, никаких дел. Но это не то, что из-за того, что он решил, что я не хочу больше с вами быть, с тобой, или я вообще не хочу с тобой встречаться и все остальное. Это говорит просто о том, что он сам не знает, что он хочет. Но в то же время, когда он чего-то не хочет, он начинает как-то, ну, реагировать так, что это даже не просто отдаление, это убегание какое-то, побег из Шоушенка. Это закрывание, демонстрирование того, что вы ему не нужны. И иногда бывает, это могут быть острые слова. Ну что же это ты от меня хочешь? Что тебе надо вообще? Ну, короче, девочки, если тут у нас выпадал, кстати, в первом варианте такой вот король, который, да, который где-то себя ведет из-за того, что у него, в принципе, такая карма, да, вот у такого типажа крестовых, то у вас, девочки, вот такой вот мечевой выпал, но паж мужчина, да. То есть он такой вредный, вредный мальчик, вот и все. Но сказать, чтобы он был готов вот сейчас в этом состоянии, девочки, он сейчас не сможет дать вам те отношения, которые вы хотите. Мы каких отношений хотим от мужчины, да, чтобы с ним было уютно, чтобы эта семья была, ведь гнездышко вдвоем, пара, волк и волчица, лев и львица, воробушек и воробушка, да. Там вот пара, чтобы была, друг друга понимали, ценили, любили, хранили, да. А вот он для этого совершенно не развитый, девочки, да. То есть он с вами сейчас этого, он вам это не даст. Даже если вот притянуть сейчас этого кота за хвост в отношениях с вами, то вы с ним наумучаетесь. Вот если даже сравнивать с котом, например, вам понравился котик на улице. Ну, понравился, решили вы его взять насильно, да. Взяли за лапки, за холку, за хвостик и поволокли, как говорится, себе домой. Такого красивого пушистого котика, который вам нравится. И что вы думаете, девочки? А он не кастрированный будет, а он обоссыт вам, всю обувь от вас будет вонять. Он будет гадить там, где не надо гадить, он будет орать, он будет царапаться, да, и бить, царапать всех домочадцев и все остальное. То есть это какое-то даже мучение будет, с одной стороны. Просто вот такой вот он. Я его не зря сейчас даже с этим котиком сравниваю, потому что до того, что вы хотите от этого мужчины, и то, что он, в принципе, может вам дать, это небо и земля. Он не может вам дать того, чего вы хотите, скажем так. Я бы обратила ваше внимание на более таких развитых мужчин, на более таких психологически устойчивых, на состоявшихся уже, которые четко понимают, что они хотят. А есть такие вот мужчины, которые вот, они прям хотят жениться аж
Писька болит. Прям вообще хотят жениться. А им даже иногда все равно, но на ком. Главное, дети, семья, жена, все, чтобы дома таки запах котлеток стоял, да. И вот у мужчин аж глаза на выкате, когда они так вот хотят жениться. А это то, что выпало сейчас девочке, на вот такого хачуна совершенно не похоже. Он как немножко недоразвитый. Я извиняюсь, если я кого-то вдруг обижу, да, но он в психологическом плане, как мужчина в пару сейчас, совершенно не ваш сапог. Понимаете? Он вам натрет. Хорошо, если только пятку, а не задницу, скажем так, вот этот мужчина. Поэтому тянуть его сейчас в отношения я бы вам не советовала. А знаете, что бы я вам посоветовала, девочки, да? Сейчас такой вот удачный расклад, что хоть я и гадаю на два варианта, и вы выбрали второй. Смотрите, кто выбирает второй вариант, девочки, слева-то, налево посмотрите, король выпал, крестовый, девочки. Более сознательный, классный мужчина. И вам все равно это как сравнение идет. Сравните, пожалуйста, того мужчину, которого вы загадали, с теми перспективами, которые у вас могут быть. Обратите внимание, пожалуйста, на зрелых психологически мужчин, а не вот на вот этого пацана, скажем так. Он, девочки, хоть ему 60, может, лет, хоть 40, хоть 30, хоть 20, хоть 15, хоть 11, да, это пацаненок. Особенно к вам по отношению. Он не зрел, может быть, у него есть какие-то свои разные плюсы и все остальное, но дать вам то, что вы хотите. А у меня такое ощущение, вот я как будто бы чувствую вот именно вас за кадром, да, и мне идет такая дама червовая, мне идет королева червовая, кубковая, да, даже кот вот мяукать начал. То есть такая вот девочка-девочка, женственная, нежная, такой вот кубок любви, который хочется испить. И хочется ее отдать в хорошие руки, а не в руки этого мужчины. Ну, давайте еще глянем, почему он не хочет с вами отношений. Двойка мечей и вот он сейчас не хочет с вами отношений, и вряд ли он, девочки, с вами будет, вот этот мужчина. Он как закрыт. Тут две двойки выпало. Это знаете, м, как рассыпавшиеся бусы. То есть вы, например, вы сейчас вот, вам надо замуж выходить, и вы одеваете красивые, ну, надеваете, к примеру, красивые бусы, и вы еще на шею их не одели, а они уже рассыпались бисером, раскатились в разные стороны, да, и вот такое ощущение, что вот вы их, как этот бисер, больше не найдете. Как не ваша пара, девочки, он. И даже если его притягивать к себе, да, то я вам скажу, что тут будут враги. Тут будут ваши враги, которые будут делать так, чтобы эту вашу пару развалить. Понимаете? Тут еще есть опасность того, что даже если брать этого все равно мужчину нахрапом, мы такие, мы можем, правда? Но тут будет какой-то враг, и не один, какой-то лай, какие-то выяснения отношений, какие-то скандалы, возможно, даже и драки какие-то могут быть. Почему он не хочет отношений с вами? Но я вам скажу, тут дьявол еще выпал, его для другого готовят, мои дорогие. Я вам скажу, что у него в судьбе не очень хорошие моменты будут. Вот он еще и туз мечей выпал. Знаете, почему карты, девочки, здесь по второму варианту очень против, что вы даже думали связывать с ним свою судьбу? Да, вот сейчас можете вести себя как угодно, да, можно вот это вот прожить. Это жизнь, это отношения, их можно прожить. Но он его готовит для другого. Его готовят для чего-то не очень хорошего. И так как это не очень хорошее в его жизни, в его судьбе идет, да, а тут кто выпал? Старший аркан дьявола, девочки. А дьявол знает, что если он его взял варить на котле, а вы хотите с тем быть, и вас, не-не-не, ты, дорогая, иди отсюда, да, и, возможно, довольно-таки резко. То есть у него будет в жизни что-то такое не очень хорошее, что не по вашей судьбе идет, понимаете? И не вы должны быть рядом в этот ужасный момент.
Так что, девочки, не особо переживайте по поводу этого мужчины. А я бы на вашу сторону, ну, на вашем месте сходила бы налево. Сходите, девочки, налево. В прямом и переносном смысле этого слова. Слева будет ваш другой мужчина, с которым у вас будут отношения, и, возможно, ваш будущий муж. Вы его увидите, когда посмотрите влево, девочки. Вот так и будет. Не просто я так это говорю. С левой стороны где-то. По левую руку от вас. Это вам какая-то даже подсказка. Вот обратите внимание, когда вам понравится мужчина, да, обратите внимание, что если вы более влево смотрите на него, то это как раз-таки он, девочки. Потому что королеве должен выпадать король, а не паж. Все, мои дорогие, вот такой вот был расклад. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.